Значит, пошел, Так, друзья. так есть, то есть прямой эфир есть. Так, так, так. Как однажды мне сказал Венедиктов, я эту паузу из прямого эфира не смогу вырезать. Да, Но да, это ваш прямой эфир, поэтому это ваша пауза. Я ее как могу заполняю, что у вас там случилось. да, это моя пауза, это, как говорится, мой прямой эфир, который у нас с удовольствием ответим непосредственно в нашем сегодняшнем эфире. Значит, чат трансляции, также клуб зрителей в YouTube и, конечно же, сообщество YouTube, где люди уже предварительно пишут свои вопросы. Значит, начнем с чата трансляции. Сегодня вот такое голосование. Поддерживаете ли вы идею обмена землями и демилитаризованных зон? Варианты. Однозначно, худой мир лучше, чем добрая война. Нет, должна быть нормальная граница. Ну, то есть все, устаканились, провели пункты пропуска или какие-то там моменты. Ну, в общем, этих зон быть не должно. Значит, следующий вариант. Это признаки передышки. То есть это означает, что дальше будет какая-то война. Поэтому тут поддерживаю, не поддерживаю, как данность принимаю, что будет вторая серия. И четвертый вариант. Говорильня просто и отвлечение внимания. Никто на это не пойдет, и никаких перемирий не будет ни под выборы, ни под обмен землями, демилитаризованная зона. А как вы смотрите на этот самый острый вопрос вот текущих дней? Демилитаризованные зоны и обмен землями. Я склоняюсь к четвертому варианту, потому что мы видим, что довольно хлипкий мир из 28 пунктов, который предложил Трамп, и который и так был невыгоден России, потому что, ну, стыдно это повторять, но давайте повторим, что когда какая-то сторона наступает и имеет стратегический успех, то, естественно, ей невыгодно останавливаться. Чтобы она остановилась, ей нужно предложить какие-то достаточно большие морковки, которых, на мой взгляд, план Трампа не предлагает, а те морковки, которые он предложит и через несколько месяцев. Соответственно, с одной стороны, это невыгодно России, а с другой стороны, это невыгодно, как мы очень хорошо видели, Зеленскому, потому что пока война идет, колесо едет, не надо избираться, имеешь внешний общак, имеешь золотой унитаз, то есть то, ну, просто все карты против. А с третьей стороны, это невыгодно Европе, которая не сильно может помочь Украине, но зато сильно может нагадить Трампу, чем она, собственно, и занимается. И Зеленский бегает и говорит: Европа, пожалуйста, нагадь Трампу. И Европа говорит: есть! Украине мы не поможем, но Трампу мы нагадим. И в ситуации, когда Украина из американского актива, вот из той антироссии, которой она была, и которая действительно приносила пользу как актив, стремительно превращается просто в пассив, который, проигрывает войну, и, солидаризируется с Европой, которая, в свою очередь, из американского актива, из американских систем американских буферных государств превращается вот в гирю, вплоть до того, что, ну, Трамп, конечно, не выйдет из НАТО, слишком ценный актив, но просто Разве вы так думаете? мне, по-моему, это такой конспект будущей книжки. Согласитесь, тема-то. И вот как раз одна из тем этой статьи – это НАТО как большой актив США. И вот в этой ситуации произошла совершенно, на мой взгляд, абсолютно невероятная история, когда Украина и даже Европа по состоянию на сегодня из безусловного актива превратились не просто в пассив, а вот Зеленский превратился в такого Пригожина. Вы сразу поняли, да? Так а что? Трамп, Так а Хельсинг, где давайте... боеприпасы? Так а давайте Где бабло? развернем ВСУ, так, кстати, пойдем на Вашингтон за справедливостью. Решений, в том право на принятие на военные действия. И каждый раз, когда там происходила какая-то непонятка, Байден делал руки вот так вот разводил, говорил: мы в домике, мы тут ни при чем, это тут все Зеленский, это не я, это не мы, это Зеленский, это его решение. И вдруг, как это очень часто бывает в ситуации, когда вы делегировали кому-то право на насилие, особо часто с этим встречались, знаете, в Средневековье короли. Ты делегировал право на насилие какому-то герцогу бургундскому, глядишь, а герцог бургундский или воюет против тебя, или воюет против другого твоего вассала.
И вообще, как бы, уже непонятно, где кто подчиняется, а где кто кем вертит. И в такой ситуации остается только одно – наказывать непокорного вассала, потому что он из актива, за которым ты можешь спрятаться и сказать «это не я», превращается в пассив, который тебя же унижает, пытается тобой манипулировать и бросает, соответственно, вызов твоему статусу альфа-самца, президента, императора и так далее. То есть вот сейчас, я думаю, мы будем наблюдать довольно показательную расправу Трампа с Зеленским, потому что если мы ее не увидим, то, соответственно, во всяких других местах, в том числе на Ближнем Востоке, например, который к этим вещам очень чувствителен, они начинают говорить: это стоп, 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 стоп. Так вот тут от Трампа вытирают ноги. Почему самолет с Пригожиным-то упал? Потому что других вариантов не было. Это же был шикарный актив Пригожин, да? Можно было там в той же самой Африке говорить: да нет, это не мы, это вообще мы тут при чем, да, я не я, Леша не моя, это какие-то частные российские бизнесмены. Но вот проблема делегации насилия, проблема создания прокси-силы, она, если ты невнимательно выстраиваешь отношения, кончается этим. И более того, к Зеленскому бунт на корабле присоединяется еще и Европа. И те люди, которые уже не только Зеленский, но и целая Европа, которая в военном отношении зависит от США, чуть больше, чем на 100%, они что делают? Они плюют на Трампа, суют этому плану палки в колеса и при этом говорят еще, что Трамп им должен и Украине должен. Так в этих, вот понимаете, в этом бушующем океане, в этом десятибальном шторме, вот этой хлипкой конструкции, которая так представляла из себя плотик, на котором плыли 28 решений, невыгодных России, она сейчас стонет со страшной силой на наших глазах, и надо сказать, что понятно, что под улюлюканье всех собравшихся. Потому что мы должны понимать, что на самом деле, когда Евросоюз и когда Зеленский переписывают эти условия со словами: знаете, мы тут поправили план США. И одновременно при этом говорят, что это был план не США, а план Путина, Трампа, агента Краснов. Так они же это не всерьез за тем, чтобы... Демократия такая, давайте выборы. Мол, чтобы не было спекуляций, мы, конечно, проведем, я готов, в общем, давайте. И всегда же надо держать в уме вопрос цены. Вот сегодня поразительно, конечно, значит, разные паблики, специфические, военные, как черт из табакерки, возле одной из стел, давайте все-таки будем объективны, туда не заходили россияне. То есть это вот как раз такая угол, туда не заходили россияне. То есть это вот как раз такая угол, да, Купянска, там не было. Там серая зона и 500 метров или 500 метров до серой зоны. Короче, там есть какое-то расстояние. Но на самый передний край отправляется Зеленский, записывает 39-секундное видео под звуки там разрывающихся каких-то снарядов, сбивается, демонстрирует всем, что он обновил себе iPhone, и говорит важную вещь, что это, в общем, работа ВСУ, это как бы вот укрепляет нашу дипломатию европейцами. Он опять туда поедет. Смотрите, давайте разведем. У нас два блока вопросов. Один называется: будет ли Зеленский проводить выборы, а другой про Купянск. С чего начнем? Они связаны, я считаю. Это мое мнение. Смотрите, ведь это все ради того, что поддержать этот флер, который был искусственно запущен. Я подчеркиваю это, что какой у нас наипотужнейший президент, какой он самый классный, самый герой, не предал Украину. И вот смотрите, он в Купянске, практически на окраине. То есть это тоже ведь для... Первое. Вот заявление Трампа сказал несколько уничижительных вещей. Он, во-первых, сказал, что Зеленский мой мирный план не читал. Это термоядерное заявление. Вот это просто означает, что вот когда ты это говоришь, то есть американский президент в течение нескольких месяцев работает над мирным планом, забыв все дела, забыв там страдания рабочих в Висконсине и так далее, и так далее. И после этого он говорит: а вот этот, которому, собственно, я задницу спасаю, вернее, спасаю его страну, потому что мирный план Трампа – это способ предотвратить стратегическую победу. Последние минуты сказать: а давайте тут мириться. И
плевок такой в лицо со стороны Зеленского и со стороны Европы, естественно, требует более важных вещей, чем слова. Я не сомневаюсь, что на самом деле главными ответами будут не слова. Собственно, часть этих ответов мы уже видим, это пленки Медичи. А более того, там другая часть этих ответов – это прекращение обмена данными, прекращение поставок оружия и так далее, и так далее. Но вот в том, что касается слова, мы видели два больших тоже копья, направленных в Зеленского. Не стоит переоценивать два больших тоже копья, направленных в Зеленского. Не стоит переоценивать. Мы обсуждаем слова вместо того, чтобы обсуждать реальные вещи, но просто в данном случае прямо в разгар войны срочно Зеленский взял под козырек, не приходя в сознание, не отвлекаясь от телемарафона, не разрешив ни одной конкурирующей реально кандидата, в ускоренном авральном порядке провели бы выборы и сказали, ну вот перелегитимизировали Зеленского. Я думаю, что этот проект мог быть реализован, если бы у Зеленского был соответствующий, хоть какую-то надежду давал его рейтинг. То есть даже если с телемарафоном и прочим, и просто снимая людей с выборов или отправляя неправильных агитаторов на фронт и так далее, можно было это реализовать. Судя по всему, когда рейтинг замерили, то поняли, что шансов нету, и, соответственно, я думаю, что реальная тактика Зеленского будет заключаться в том, что он побежит к европейским партнерам с жалобами, а этот нехороший дядя Трамп хочет вот такую нехорошую вещь с Украиной сделать. Европейские партнеры, так же, как они закрывают глаза на золотой унитаз, они тоже закроют глаза на то, что в Украине нет выборов. И, собственно, слова подалека о том, что «а сначала обеспечьте нам 60 дней мира», они, прекрасный повод, дают прекрасное представление о том, как дальше будет действовать офис президента Зеленского, потому что вот есть выражение «после дождичка в четверг». Я уже давно предлагала его дополнить фразой «когда Трамп даст томагавки». Помните, была такая очередная перемога? Ходили и кричали, что сейчас Трамп даст томагавки, а потом это куда-то слилось. А я предлагаю это, конечно, дополнить фразой «когда Зеленский проведет выборы». Но, видимо, Зеленский проведет выборы, когда Трамп даст томагавки. И когда рак на горе свистнет. Это, значит, про выборы. Теперь Купянск. Смотрите, конечно, никто не знает в точности, что происходит на фронте. Но я хочу обратить ваше внимание на два момента. Вот, во-первых, Россия наступает по всему фронту. И у России есть, как я уже сказала, мы все время видим с этим вместо реальной борьбы какую-то пиар-борьбу. Вот нам еще совсем недавно говорили, что нет, с Покровском все хорошо, Покровск не пал, Мирноград не в окружении и так далее, и так далее. Постойте, и вдруг мы сегодня слышим, что Купянск не пал. Александр, мне кажется, это как-то... А Покровск? А в Покровске Соловьев. Вот сегодня. Да, потому что обратите внимание, что это было как с выходом ВСУ из Курской области. Нам все время говорили, ВСУ не вышло еще из Курской области, ВСУ не вышло еще, вот есть еще село, а потом как отрезало и стали говорить, что ВСУ не вышло еще из Покровска. Погодите, нам же только что вот люди, они помнят, чего им говорили. Им 2 дня назад говорили, что в Покровске и Мирнограде, можно сказать, все почти хорошо. И даже все совсем хорошо. А теперь им говорят, что в Купянске хорошо. То есть с точки зрения пиара, обратите внимание, что это переключение внимания. Я, кстати, должна снять шляпу, потому что в любом случае приехать в город, рядом с которым идут бои, фактически в килл-зону к стеле на Купянске, вот тут ничего не откажешь в личной храбрости. Другое дело, что, видимо, эта личная храбрость еще дополнена тем, что вот человек загнан в угол, Зеленский загнан в угол, потому что золотой унитаз, потому что выборы, потому что Трамп, потому что Медич. И, конечно, надо как-то от этого отвлечь внимание, но это круто отвлечено внимание. Я не могу ничего сказать, я снимаю шляпу. Но обратите внимание, что произошло в Покровске. В Купянске. Я готов вам предложить, скажем так, 2 интерпретации событий.
Одна интерпретация событий заключается, что Драпатый, который командует на этом участке фронта, действительно проявил там Волчанск, множество других примеров. Через некоторое время оказывается, что никто на самом деле ничего не купировал, что к этому месту переброшено большое количество войск отрядов ВСУ, снятых с другого места. Тришкин кафтан пополз в другом месте. На этом локальном участке добились, даже и не добились успеха, а просто сдержали временно российское наступление. Но это произошло за счет оголения других участков Тришкиного кафтана, и Тришкин кафтан пополз в другом месте, и смотрите, оно там затрещало. Поэтому посмотрим, что дальше будет, но как бы вот эта локальная концентрация сил в Купянске, впечатляющая, которая действительно смогла отрезать логистические пути для снабжения там той очень небольшого количества разрозненных российских солдат, которые туда прорвались, и эти логистические пути в любой момент могут быть восстановлены, как это проходило в других случаях. Вот эта впечатляющая операция, как бы она не обернулась просто обеспечением фотосессии Зеленского на стеле в Купинск и прорывом на других участках фронта. Ну, так оно получается, по крайней мере, так видится. В каком смысле? В том, что Рёбке пишет, что Северск все, ВСУ опровергает, что Северск нет, вы что? Там Северск все. Ну... В том-то и дело, понимаете, как интересно. Смотрите, Покровск на самом деле все. Мирноград, в стратегическом смысле все. А Гуляйполе стремительное продолжается продвижение. Северск совершенно неожиданно все. Но вдруг нам говорят, что на каком-то локальном участке фронта действительно отражены российские атаки, российская армия поставлена в тяжелое положение, и туда едет Зеленский, снимается у стелы, и возникает впечатление, что все это было сделано для того, чтобы действительно Зеленский снялся у стелы в Купинск, и этим Купинском было бы все забито, и все бы забыли и про Покровск, и про Мирноград. Ну и зрителям телемарафона в условиях вот этих самих европейцы это покупают и хавают большой ложкой ровно потому, что хотят хавать. Как бы они все слушают. Им продавать нельзя. Они даром берут. И причмокивают. Сегодня Ушаков, разошлась его цитата, он очень коротко прокомментировал ситуацию, говорит, в принципе, да, может быть, и не будет российских военных на Донбассе, но будет Росгвардия, полиция, в общем, демилитаризованная зона. Мы сразу делаем выводы, ага, так вот какая ты, вот какое-то чудо. Вот какая-то демилитаризованная зона будет. Диво дивное, понимаете? То есть сразу, когда на фронте не спрячешь, не денешь никуда вот эти картинки, когда по Донецку едут пикапы с украинскими военными в багажниках, пленных так возят с закрытыми глазами. Как не денешь, как раз вот картинка на стеле в Купинске должна эту картинку и перебить. А что ради этого пришлось пожертвовать направлениями на других участках? Картинка же важнее. И понимаете, в чем дело? Тут очень важно, наверное, каким-то образом понять, на чем-то сойдутся. На чем? Ушаков, когда говорит о том, что демилитаризация российскую сторону, мол, это все канет в лету. На что реально готова Россия сейчас, как вам видится? Смотрите, я, во-первых, обращаю ваше внимание, что вот посреди всех этих больших кругов, большого крика, российская сторона как раз очень осторожно себя ведет и практически ничего не говорит. И я бы сказала, Васька слушает да ест. Васька слушает да наступает. Меня слышно? Потому что я куда-то делась. Более того, я бы осмелилась заметить, что я на месте российского генштаба Славянский Краматорск не торопилась брать. Потому что, как мы видим, если взять Славянский Краматорск,
то американцы скажут, ну вот и выполнено условие, вот Донбасс ваш, поэтому заключайте мирное соглашение. А Зеленский со своей стороны тоже может сказать, ну вот на нет и суда нет, я же славянский Краматорск не отдал, они сами улетучились, поэтому давайте останавливать войну. А вот на месте российского генштаба самое умное, что мог бы он сделать, это, конечно, сделать так, что большая часть украинских войск будет сконцентрирована в Донбассе, обороняя Донбасс, потому что если Славянск и Краматорск падут, то типа вот эта российская тайная мечта, да и война кончится, если это произойдет. И наступать в это время в другом месте, вот пользуясь тем же самым принципом, то, что Тришкин кафтан, если в одном месте сконцентрировать, все в другом при нехватке войск, в Днепропетровской области, собственно, ровно это мы и бить. Вот российскую сторону с стратегической, военной и политической точки зрения это наступление, продолжение давления на фронте, потому что Россия это не так дорого стоит. Это сепаратное, договорить Зеленскому, буферную зону, которая представляла из себя сначала западная, а потом и присоединившаяся к ней Восточная Европа, весь ЕС и все НАТО, которую в течение 30 лет, ну, по крайней мере, с 97 года, ну, с 91-го, но с 97 года Соединенные Штаты строили гигантскую буферную зону, превращали Европу вот в систему своих буферных государств, вдруг из системы буферных государств это стало оборачиваться в систему враждебных Америке, враждебных Трампу государств, и все это, обратите внимание, произошло в результате того, что Трамп и Путин вели переговоры. И, как я уже сказала, более того, из этого появился прямой еще и военный смысл, потому что, как я уже сказала, если не брать Славянский Краматорск России, а вместо этого, не беря Славянский Краматорск и при концентрации... А больше как бы полагаться на себя, ну и на Трампа, конечно же. Смотрите, развал Европы в настоящий момент, да, тактически выгоден Трампу. Ровно потому, что Евросоюз стал слишком большим, и Брюссель стал соперником Вашингтона. Кроме того, обратим внимание, что мы вот все время, кстати, говорили «Запад». И употребляли это слово в значении некого нечеткого множества стран, которые объединены членством в двух наднациональных образованиях ЕС и НАТО. Ну и несмотря на то, что они не всегда соглашаются с директивами всех этих образований, тем не менее они образуют нечеткое, но совершенно реальное целое. И вот я хочу обратить ваше внимание, что, во-первых, такая ситуация совершенно парадоксальна, потому что 6 тысяч лет существует государство, они объединяются различными способами, например, там в империю, Римская империя, а где там по признаку веры, христианский мир. Но обыкновенно границы обозначены довольно четко. Нельзя, например, там, входить в состав Франции и одновременно не входить. Но вот за последние 30 лет после распада СССР мы действительно наблюдаем уникальность, в которой доминирует США, а европейские страны играют роль военных буферных государств. Каждая из них при этом недостаточно сильна и лишена достаточной армии, чтобы защищаться поодиночке, но все вместе они добавляют вспомогательных войск к сюзерену. И это совершенно намеренное положение дел, потому что, например, одна из причин расширения НАТО и даже одна из причин Югославской войны это опасение того, что Бундесвер серьезно возрастет после объединения Германии. И опять станет, грубо говоря, вермахтом, опять станет гигантской армией, которая угрожает Европе. Вот Пруссия, нация, которая родилась из пушечного ядра, не дай бог, это был большой кошмар всех участвующих сторон, которые смотрели на самом деле с некоторым опасением на объединение Германии, а ЕС – это, наоборот, организация, в которой еще недавно доминировала Германия. Теперь, конечно, все больше доминирует евробюрократия. Понятно, что интересы НАТО и ЕС могут быть противоположны в ряде случаев друг другу. И вот мало кто отдает себе отчет, насколько такая структура вообще необычна для человеческих цивилизаций, насколько она необычна для Европы, которая всегда была разрознена, и насколько она неустойчива, потому что тут мы можем перейти к чему-то другому, а можем, собственно, как раз порассуждать о том,
как после 91 года эта организация создавалась и что вообще такое буферное государство. Смотрите, тема буферного государства, как раз-таки это может вряд ли подходить к Украине сегодняшней, может завтрашней или послезавтрашней, понимаете? Нет, это стопроцентное буферное государство, я должна вас Нет, разочаровать. смотрите, потому что с точки зрения государственного строительства, то, за что сейчас идет война, и то, что прозвано независимостью Украины, у нас называется война за независимость, ну вот так официально в законе так назвали, это независимость абсолютно другого государства, с другим, не знаю, там, с актом о суверенитете, с другими условиями, на которых оно создавалось, с другими принципами и понятиями. Война изменила его уже разительно, изменит послевоенный период еще более неузнаваемо. Ну а буферное государство в классическом понимании с определенными выгодополучателями то ли на Западе, то ли на Востоке, от существования такого буферного государства появится, наверное, через одну итерацию. Я имею в виду там политическую. Как вам думается, в чем смысл дальнейшего существования Украины на вот этих рельсах, да, ну, на вот этих, которые, Для в которых, Украины или для смотрите, Украины для или для условных США соседей, или для условных соседей? условных соседей, на Западе и на Востоке. Ну вот смотрите, сегодня я почему не объединяю, говорю там Европейский Союз или, например, там Российская Федерация. Сегодня приехал к Лукашенко гость из Соединенных Штатов Америки. Ну, вот так взял и приехал, понимаете? И они говорят, вот, понятно, о чем они будут говорить, да, там, поддержание экономики, санкции, вот это все, то есть у них все идет нормальные контакты. То есть есть же государство, которое рядом, не только там в Евросоюзе или нет, а Молдова, например, опять вот это вот крутят, вертят с этим Приднестровьем, уже молдаване выходят, говорят, нет, не будет ничего, но не было бы войны, вот в Украине, или бы она остановилась, тему бы Приднестровья, ну вот так вот бы она потихоньку там дальше по себе и никто бы даже не поднимал. А ее периодически, ну как бы подрывают. Поэтому я давайте возьму на Западе и на Востоке смысл существования вот такой Украины, как сейчас, как вы видите? Смотрите, я сейчас скажу очень грустную вещь, которая, конечно, является плодом долгих моих раздумий и плодом пересмотра не то что своих взглядов с 22 года, а пересмотра тех взглядов, которыми в 91 году развалился Советский Союз. Когда развалился Советский Союз, то российской интеллигенции, украинской интеллигенции, собственно, советской интеллигенции, бесспорно распропагандированной радио «Свобода» и западными идеалами, казалось, что они вступают в новый прекрасный мир, в такой полдень 22 век, где нет ни Эллины, ни Иудея, где вот была одна нехорошая империя, зла Советский Союз, она рухнула, все люди братья, все народы братья, и вот то, что происходило, то, что делали Соединенные Штаты, в своих интересах, абсолютно совершенно логичных, начиная с 91 года, и то, что достигло своей кульминации в 22 году, эту картину полностью разрушает. Потому что оказалось, потому что когда развалился Советский Союз, то и Украина, и Россия были обе двумя странами, но Российская Федерация, которая никогда тоже не существовала в таких границах, были обе двумя странами бенефициарами экспансии Российской империи. А в таких границах обе они не существовали бы, если бы они в свое время не объединились, если бы Малороссия и Великороссия в свое время не объединились в единую империю, потому что, если говорить об России, то я не уверена, что ей бы удалось без казаков завоевать такие пространства в Сибири и дальше, и на Дальнем Востоке. Если говорить о территории нынешней Украины, я специально говорю территории нынешней Украины, то тоже, я думаю, нет никакого сомнения, что
Малороссии в том виде, в котором она существовала в качестве областей Польши, не удалось бы завоевать Юго-Восток, который, скорее всего, оказался бы под турками. Не удалось бы, скорее всего, отстоять свою независимость от Польши, и, скорее всего, просто эта часть территории, древнерусской территории, была бы полонизированная и бы стала частью бы Великой Польши. Соответственно, это вот было как... И если сравнивать в истории, да, вот представьте себе, Техас откололся бы от США. Ну, жалко, конечно, но вполне можно взаимодействовать с США, почему нет? Или там Прованс откололся бы от Франции. Ну, жалко бы, конечно, потому что в единстве как-то лучше. Но почему нет, в конце концов? Или, но вдруг представьте себе, что в Техасе побеждают люди, которые говорят, что говорить надо только на испанском, а еще лучше на албанском, потому что Соединенные Штаты – это колониальная держава, которая колонизовали Техас и уничтожили аутентичную техасскую культуру. А вот все техасцы, которые делали карьеру в Соединенных Штатах, они являются национал-предателями. Всех их надо сбросить с парохода современности, а их надо заменить непонятно на кого, даже страшно сказать на кого, или представить себе то же самое происходит с Провансом. Абсолютная катастрофа, ну, во-первых, вряд ли Соединенные Штаты потерпят, а во-вторых, это очень печальная, это страшная катастрофа, культурная революция, которая происходит в Техасе и которая убивает Техас на корню. И если вдобавок оказывается, что все это происходит не случайно, что все это происходит при поддержке разных некоммерческих организаций, которые связаны с Советским Союзом, хотят, чтобы Техас вступил в страну Варшавского договора, то, естественно, это выглядит еще хуже. Это выглядит как превращение Техаса в оружие, направленное против США, причем при этом США терпит изрядный урон, а Техас просто уничтожается полностью. То есть те люди, которые используют Техас в качестве оружия и которые используют техасских активистов в качестве оружия, они, ну, собственно, видимо, мало заботятся об интересах Техаса, что можно понять, они должны заботиться о собственных интересах. Важно, что активисты это съели, важно, что активисты это исполнили, так сказать, взяли внешний общак, какой-то кусок из него украли и сказали «да, исполним». Вот, к сожалению, ровно это произошло с Украиной. И если в 1991 году казалось, что нет никакой проблемы, чтобы два куска Российской империи существовали вместе, и вот один многонациональный, как Россия, другой многонациональный, как Украина, и давайте не разбираться, кто является чем, потому что, ну, у вас очень важно понимать, что украинская культура, что не существует, простите, отдельной украинской культуры, существует отдельное украинское государство, которое, как я уже сказала, явилось бенефициаром вот всех этих цепи исторических событий, которые происходили до 1991 года. Но украинская культура является интегральной частью российской культуры, так же как провансальская культура является интегральной частью французской культуры. Они настолько давно находятся в составе друг друга, что это вот знаете, как если по аналогии с живым организмом, вот у нас есть клетка, и я не знаю, знаете ли, или знают наши слушатели, но клетка является результатом симбиоза нескольких разных живых существ, которые когда-то еще до существования общего предка были захвачены, в частности, ядро. Это когда-то был другой организм, митохондрии когда-то были другим организмом. Клетка не может существовать без митохондрий. Они являются энергетическим комплексом, который эту клетку жизнедеятельностью обеспечивает. Но митохондрия не может существовать без клетки. Мы, конечно, можем сказать, что, знаете, давайте свободу митохондриям, освободим ее от колониальной зависимости от клетки. Но проблема заключается в том, что тот вырожденный генетический код, который есть у митохондрий, не позволяет им существовать вне клетки. Вот Прованс не может существовать как самостоятельная культура вне Франции, потому что вы можете, конечно, там набрать очень массу интересных моментов и сказать, что были трубадуры, и сказать, что вот провансальская культура была уничтожена в альбегойских войнах, что это было колониальное и так далее, и так далее. Вспомнить каких-то людей, которые говорили на окситанском языке, и там, типа того же самого
Д'Артаньяна и назвать их национал-предателями, что они делали к карьеру при дворе Франции. Но если вы попытаетесь оторвать Прованс от Франции, то в Франции вы нанесете страшный удар, а Прованс вы уничтожите просто потому, что из него убегут все люди, которые говорят на языке, который является носителем французской культуры. У вас не наберется достаточного культурного ДНК. При том, что Прованс – это драгоценнейший камень в короне Франции. Вот. Да, Юлия, Да, мы в извините, я мы, просто, да, смотрите, я очень, мы в смотрите, прямом это эфире сейчас, и к нам приходят вот эти кадры. Это Одесса, судно с фурами, ну, сообщают уже там местное, рассмотрели, местные паблики, вот, горит судно с фурами. Значит, сегодня также мы увидели такую потужную информацию о том, что в Каспийском море некие диверсанты под названием «Черная искра», российские суда, перевозившие вооружение, скажем так, атаковали. Последствия непонятны, просто зловещее название «Черная искра» и вот атаки судов в Каспийском море, потушно. До этого мы видели, как продолжились атаки по торговым судам. Это как бы к грузам военным отношения не имеет, все это прекрасно понимают, но это как бы теневой флот, если так можно выразиться. У нас происходит очень интересная история сейчас, к которой я вот так стремительно перешел исключительно по очень важной причине. Я постоянно говорю, что надо заканчивать войну прямо сейчас, потому что дальше иначе будет хуже. будут вилы, Да. будет не хуже. Вот смотрите, горит судно. Уже сейчас на фоне этих атак в Черном море ответ Путина, помните, там мы будем отрезать от моря или что-то будем, в общем, бить тоже по судам. Уже там цены на страховку судов взлетели. Уже сейчас. А вот после этого удара, или что это было, непонятно. Сейчас, наверное, будут как-то гасить, говорят, там вот что-то загорелось, вот, это с войной не связано, не переживайте. На фоне этих подрывов судов я просто всем напомню, что цены в Украине просто в космос взлетят. И так достаточно высокие цены на все. Не только там речь идет о каких-то, ну, на любой импорт. Все импортируется. Соответственно, это все инфляция, это все бедность, это все плохо, хотя и сейчас нехорошо, будет еще хуже. Но Зеленский делает ровно так, как вы разобрали с городами. Да? В Покровске Соловьев, Рёбке Северск уже разрисовал, говорит, нет Северска. Но Зеленский у Купянска возле Сцеллы, где-то там на выезде, демонстрирует, что нет, мы победим. Точно так же выглядят эти удары по судам. Одно дело, когда ты атакуешь военный корабль, это вроде как война. Но этот же корабль, который там тянет нефть или тянет еще что-то там на своем борту, он же тебе не может ответить. То есть вывод. Или надо его охранять, что в разы удорожает вообще любую перевозку и, в принципе, делает ее невозможной. Или нужно делать в ответ. А тогда Черное море, простите, это будет тяжелая экономическая зона, и судоходства там не будет. Но Зеленский на это сознательно идет. Как будто думает, что у него есть план. Журнал, что он соответствует его действия плану. Журнал «Атлантик» говорит, что якобы, мы не знаем, мы журналу «Атлантик» доверяем в этом отношении, что Трамп говорит, да, бейте. То есть этот вопрос, он как бы вообще мимо ушей, бейте, мне все равно. Получается, это как бы согласовано с Америкой. Но, простите, воды Черного моря омывают страны НАТО, союзников типа. А они как? Они вообще в шоке, если честно. Сегодня встреча там Путина с Эрдоганом, это, если хотите, коснемся, но это отдельная история. Что движет сейчас Зеленским и действительно ли убьют судоходство в Черном море? Зеленским движет одно – желание сорвать мир во что бы то ни стало. Причем я обращаю ваше внимание, что этот мир не выгоден России, но в том-то и дело, что этот мир выгоден Украине, но этот мир не выгоден лично Зеленскому. И, конечно, все эти фокусы с судами – это вроде фотосессии у стелы Скупинска. Только возникает вопрос о цене этого для Украины и для, соответственно, окружающего пространства. Потому что, поймите меня правильно, мы понимаем, что в войне все средства хороши.
То есть, ну, это достаточно смешно говорить, вот это здесь бейте, а вот здесь не бейте, а вот здесь мы повесим красный знак. А другое дело просчитывание последствий. И последствия в данном случае заключаются в том, что в самом начале войны была заключена зерновая сделка, которая не была выгодна России, которая была выгодна Украине, которая давала Украине больше денег. И Россия, соответственно, воздержалась от ударов. И это, очевидно, должно быть взаимно. Если пока Россия не отвечает, как мы видим, никак на эти удары, если Россия начнет на эти удары отвечать, то акватория Черного моря превратится в место, где ничего не ходит. Соответственно, ничего не заходит в Одесский порт. Соответственно, это очень сильно ударит по Украине. Но в ситуации, когда вы ведете войну на внешний общак, и когда чем вам хуже, тем больше вам дадут денег, или, по крайней мере, тем больше вы попросите, и тем больше золотых унитазов можно сделать, как мы видим, для Зеленского это не является большой проблемой. Это, собственно, и является ответом на ваш вопрос, который вы меня спросили в лоб, а я начала ходить вокруг да около. Я вокруг да около начала ходить не случайно, потому что это ответ на вопрос, который еще бы я никогда бы не дала несколько лет назад в мире, в котором нет ни Эллина, ни Иудея, и который для меня лично очень тяжел. Потому что оказывается, что Украина в качестве самостоятельного государства превращается в разменную монету, и она может существовать либо в качестве буферного государства России. И, кстати, в таком случае обратите внимание, что она очень неплохо живет. Либо она может существовать, это очень большая была ошибка украинских государственных деятелей, вернее, политиков, что они могут перебить крышу, потому что в качестве классического буферного государства Украина США не нужна. Она нужна в качестве расходного материала. Это совсем другая история. И вот мы видим, что, собственно, действия Зеленского показывают, что для него интересы Украины не важны, а важны его собственные личные интересы выжить вот в этот момент. И, естественно, возвращаясь к вопросу, почему Россия не собирается останавливаться. Ну вот, допустим, Россия остановится. Но вот в существующей ситуации, допустим, Россия подпишет мирный договор или хотя бы прекращение огня. Понятно, что в существующей ситуации, когда на толпу, на массового избирателя действуют прежде всего эмоции, победит человек, который будет делать то же самое, что Зеленский, который будет жить за счет внешнего общака, который будет играть роль жертвы, который будет объяснять, что нам всем Запад должен, который при этом будет обсуждать со своими друзьями на русском языке, как двушечку послать в Москву, и который все это будет сопровождать вот той самой абсолютно нацистской риторикой, скорее, да, чтобы не использовать это слово в суе, скажем, квазинацистской или левонацистской риторикой, которая будет рассказывать... Извините, пожалуйста, за это я не могу просто не посмеяться Что? на формулировке левонацистская риторика по отношению к Зеленскому и к режиму. Это смешно, да. Одну секундочку. Левонацистская риторика – это самая популярная риторика сейчас среди левых в западном мире, потому что я объясню, что такое левонацистская риторика. Левонацистская риторика – это, например, когда ходит афроамериканец по Америке и говорит: «Я жертва, мне все должны». А белые, они по определению расисты, и они никак с собой ничего не могут сделать, потому что они расисты, поэтому они мне должны, сколько бы они мне ни прораться не платили, они все равно мне останутся должны.
И даже если он при этом говорит, что всех белых надо убить, то его никто не останавливает и говорит, ну, поскольку он жертва, ему можно. Вот то, что делает украинский БЛМ, то, что делают украинские национал-деколонизаторы, это просто полная калька с критической расовой теорией, это просто переведено на русский и украинский язык, с той только разницей, что все-таки, когда в США у черных и белых цвет кожи действительно разный, там и о других вещах можем спорить, но цвет кожи действительно разный. А здесь обратите внимание, что эти люди из самих украинцев делают, перекрашивают в черных. Они их загоняют в условное виртуальное чикагское гетто, в котором все им должны. Они вечные жертвы. А там российского колониализма, вот Трамп им теперь не додал, Европа не додаст, поляки не додали и так далее. В общем, короче говоря, всем должны. Поэтому, мы имеем на все право. И вот так вот народ загоняется, условно говоря, в это виртуальное гетто, которое всегда будет голосовать за тех, кто ему будут объяснять, что все должны. Это путь в пропасть, это путь нации в пропасть, это путь территории в пропасть. И, откровенно говоря, в ситуации, когда Украина или какая-то ее часть остается независимой, я не вижу ни одного механизма в современном мире, который это может остановить. Ну хорошо, а членство в ЕС? Сейчас спор разгорелся, правда, в общем, шпальтах, на заголовках газет. Financial Times пишет, что Украина передала Трампу, планы там вписали, что до 1 января 27 года Украина, или 1 января 27 года, вступает в Евросоюз. Но потом сейчас там как-то переписывают, говорят, карьера Дель Эсера, говорит, не-не-не, подождите, нет там такого, успокойтесь, не разгоняйте это. То есть, видно, торопят. Понимаете? Интересно, а если, например, мы возьмем и это членство в ЕС будем рассматривать как... Пряник. Нет. Морковку. Нет. Которую масла опять гонят на уголь. Нет. Как отсутствие независимости. Вы помните преснопамятного Киссинджера, который только заходил в этот переговорный момент, еще там при демократах, и говорил, что давайте возьмем Украину в НАТО, и это будет лучшая гарантия безопасности, что Россия не будет бить по судам и вообще рыпаться в сторону Украина в сторону России вообще не рыпнется, потому что Украину мы в оковы возьмем, нашего колпака натовского. Ровно такая же история, многие подразумевают, будет с Европой. Возьмем этот суверенитет и независимость, которая у всех на устах крутится, но по факту его нет, и просто отдадим туда брюссельскому пану или панночке Урсуле. И, собственно, будут дальше и жить. И вам накладывается эта история с буферным государством, и там роб с крокодилами какой-то. Но через другие страны и другие окна в Европу Россия будет как раньше торговать. Такой финал и прорисовывают дипломаты. Что вы думаете по этому поводу? Смотрите, я по этому поводу думаю, что европейцы, я думаю, что мы имеем дело с очередным проявлением того, что я называю военно-политическим законом Грэшема. Я напомню, что закон Грэшема гласит, что плохая валюта всегда вытесняет хорошее из обращения. В той гибридной войне, которая ведется, потому что для США и для Европы это война гибридная против России, плохая валюта, то есть обещания, всегда вытесняют из обращения валюту хорошую, то есть солдат, оружие и деньги, которые надо поставлять Украине. Мы видим, что чем меньше Европа поставляет Украине оружия и денег, не говоря уже о солдатах уже все забыли, а вообще-то союзники обычно солдат поставляют, тем больше Европа расплачивается разного рода обещаниями, которые на самом деле есть фальшивая монета. Мы Путина будем судить, что-то очередное, не забудем, не простим. Мы конфискуем, а может быть не конфискуем, но попробуем конфисковать не то 140, не то 240 миллиардов из российских активов. И все время эти поглаживания мы создадим особый трибунал. Но слушайте, особый трибунал очень легко создать, только от этого на фронте не станет ни жарко, ни холодно. И эти рассказы, что Украину, которая, извините, не с ее уровнем коррупции,
не с ее дефицитом бюджета, не там, с нынешним состоянием, якобы возьмут в Европу, ну, мне это кажется типичной историей из «ребята, воюйте дальше до последнего украинца, а в 27-м году мы что-то придумаем». Ну, это так, если так пошутить, то... Поэтому рассказывать, что Украина лишится своего суверенитета в пользу Брюсселя, я бы сказала, что Брюссель в том-то и дело, что вот в чем, возвращаясь к истории с буферными государствами, поговорим или у нас есть более важное сейчас? Ну, смотрите, у нас есть очень важный, скажем так, ну, опять-таки, понимаете, тут же какой момент? Давайте мы коснемся одного момента этого буферного государства. Я задам вот такой вопрос, и потом пойдем, подведем итоги. И у нас там полстрима сегодня как бы с какими-то неполадками и проблемами, но вроде как все наладилось. А что за неполадки? Ну, вот что-то враги, знаете, враги не дремлют, так сказать, мешают нашему сигналу. Но я думаю, что все будет нормально. В общем, сейчас все наладилось. Думаю, на записи все будет хорошо. Если нет, то есть дополнительная резервная запись эфира. В любом случае, друзья, все будет хорошо. Мы ничего не потеряем и не упустим. Перейдем к вопросам зрителей. Их просто тоже поднакопилось. Я один вопрос хочу вам задать. Исходя из того, что есть Россия и есть страны Запада, ну вот Европейский Союз конкретно возьмем, да, и есть вот эта зона территории Украины. Какого размера должна быть страна, чтобы быть нормальным буферным государством между одними и вторыми? Любого. Объясните, почему вы так думаете? Ну, потому что это зависит чисто от ситуации на Земле. Вот так получилось, что Украина в 91 году имела такого рода территорию. Собственно, в значительной степени все беды начались из-за того, что вместо того, чтобы или федерализоваться, что был бы, конечно, наилучший вариант, или просто сказать, что там здесь все равны, русский язык официальный, если не государственный, украинский язык государственный, и устроиться по образцу Швейцарии, потихоньку сначала активистам, а потом правящим классом через НКО завладевала эта ужасная идея, что вот есть страшная имперская Россия, жертвой которой мы являемся, и каким-то образом территории Юго-Востока или там территории центра, которые тоже говорят по-русски, все города, которые говорят по-русски, они каким-то образом должны быть деколонизованы. Но это означает, что вы строите вот Галичину от реки до моря, и рано или поздно это вызовет столкновение с Россией, что и вызвало столкновение, собственно, с Россией. И, собственно, единственный вопрос всегда у меня к украинским деколонизаторам был: ребят, если вам так не нравится Российская империя, вы хотите ее расчленения и отказа от имперского наследия, ну, пожалуйста, начните с себя. Территория России далеко, а вы покажите пример. Отдайте, соответственно, западные земли, которые были захвачены Сталином, Польше или Австрии, по вашему усмотрению. Там еще, значит, кусочек Словакии, кусочек Венгрии причитается. Отдайте что-то там Молдове или Румынии в Бессарабии. Юго-Восток, даже не знаю, кому возвращать. Но если не карачаевцам, как потомкам тут очень тяжелая риторика. Просто последние события и вот эта война, она показала то, что ценность квадратных метров невысока. Нет, ценность квадратных метров, к сожалению, в этой войне высока. Я имею в виду не в том плане, не в человеческом. Я имею в виду, вот смотрите, что после этого остается, да? И мы видим вот Купянск или там Покровск. Ужас что! Ужас! Там, чтобы вдохнуть туда жизнь после вот этих боестолкновений, я не знаю, что нужно, какую золотую антилопу нужно пригнать, чтобы она копытцем била и, в общем-то, выделяла на это деньги. Это очень тяжелый труд послевоенный. Нам покажется, ну, если не сопоставимым, то где-то, может, местами даже и больше
нужно средств и сил, чтобы восстановить после Великой Отечественной войны, да, вот отдельные, ну не все, давайте тоже будем, отдельные, но не все населенные пункты, после того, как условно там нацисты зашли, нацистов выбили. Поэтому, вы понимаете, от того, что это там расстояние какое-то, дистанция от сих до сих, но сама дистанция, как мы видим, уже не является фактором безопасности, да, летит дальше и глубоко. Тогда вот абсолютно кажутся бессмысленными вот эти огромные жертвы людей, которые там кладут свою жизнь. Ну, вы правы были выше. Из-за политической хуцпы, ну, конкретно, допустим, Зеленского, например, да, или там вот политического какого-то шарма, который он хочет проявить где-нибудь на переговорах с кем-то. Смотрите, во-первых, мы должны отдавать себе отчет, что эта война действительно идет за территории, и что территории имеют значение. Это то, что я никогда бы не подумала после 91 года, но это вот просто некоторый факт политической жизни. Это, конечно, Россия хотела бы иметь весь юго-восток Украины и весь выход к Черному морю. Другое дело, там вопрос и всю левобережную Украину. Другой вопрос, получится ли это у нее. По крайней мере, в первой итерации я в этом сильно сомневаюсь. И одно из основных правил владения территорией в данной ситуации заключается в том, что да, пусть эта территория будет пустой, но, по крайней мере, ей не владеет мой противник. Эта игра не просто с нулевой суммы, а это игра на уменьшающуюся сумму выигрыша. Но, тем не менее, нанесение стратегического ущерба существующему государству Украины само по себе является для Путина плюсом. Это первый вопрос. Территории имеют значение. Те территории, которые осваивала Российская империя, нет, она не может допустить, чтобы они оказались в руках государства, вся суть которого то, что оно за внешний общак направлено так или иначе в грудь России. Второе. Как эти территории населять? Это самый тяжелый вопрос, потому что впервые в истории человечества мы сталкиваемся с ситуацией, когда рождаемость в обеих странах очень плохая, когда сражаются не 18-летние, когда сражаются реально 40-50-летние, причем с обеих сторон, когда вместо того, чтобы у вас было там, я не знаю, у женщины 5 детей, из которых 2, правда, все равно умерли в возрасте до 5 лет. Ну, а вот другие пошли на войну и там убиты. И все равно еще осталось достаточно детей, чтобы населить те территории, которые будут захвачены. Мы, да, впервые сталкиваемся с ситуацией, когда этого народонаселения просто может не быть. И на самом деле демографический кризис – это кризис номер 1 во всем мире. Вернее, во всем западном мире. Но вот если мы посмотрим на Мариуполь, вот видите, там Мариуполь отстроен, все там живет, движется и шевелится. Может быть, там чего-то сильно не так, чего-то будет еще исправлено, но тем не менее мы видим, что находится чем заселить эти территории, были бы территории. Вот такой жестокий ответ. Потому что, знаете, в конце концов, рождаемость на Западе уже с 50-х, с 40-х годов достаточно низкая. Я не знаю, знаете ли вы, что вот, мало того, что там какое количество сотен тысяч немцев погибло в бомбардировках, но тем не менее города были снова заселены. Я недавно с удивлением узнала, что во время операции по высадке в Нормандии союзники разбомбили и убили не менее 15-20 тысяч мирных французских граждан. Это, кстати, к вопросу о потерях в этой войне. Потому что, кстати говоря, потери-то среди мирного населения с обеих сторон в этой войне на самом деле не очень по сравнению с другими войнами большими. То есть они меньше количества вот этих вот мирных французских граждан, убитых собственными бомбами союзников при высадке в Нормандии. Они пока в районе 14-15 тысяч человек, причем это совместно, это с обеих сторон и на территории России и Донбасса тоже. И, соответственно, возникает вопрос, на самом деле, другой. А приедут ли эти люди обратно в эти разоренные города? А вот это уже действительно, конечно, большой челлендж для Москвы, потому что приедут только в том случае,
если им будет лучше, чем на территории Украины и на территории Запада. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего опроса. Поддерживаете ли вы идею обмена землями и демилитаризованных зон? 13% это признаки передышки, будет еще вторая серия войны, еще повоюют. 16% нет, должна быть нормальная граница. 33% однозначно, худой мир лучше хорошей войны. И 37% говорильня, просто отвлечение внимания. В общем, все будет идти своим чередом. Вот такие результаты мы имеем. Юлия, благодарю за то, что пообщались со мной. Давайте немного пообщаемся со зрителями. Значит, поехали вопросы для вас из сообщества YouTube, из клуба зрителей. Полетели. Юлия, считаете ли вы, что исторически нынешний Израиль должен называться Иудея? Второй вопрос. Из 12 колен Израилевых кто были те 2 против 10? Спасибо, Александр. Всем добра. Я напоминаю, что исторически Израиль и Иудея – это два еврейских царства. Израиль было гораздо более плодородное и северное. Оно располагалось просто в более плодородных долинах, а Иудея и, собственно, 10 колен Израилевых жили как раз в Израиле. А в Иудее, если не считать левитов и небольшого количества Виньямина, жили, собственно, Иудеи, колено Иудова. Собственно, это и есть те 10, которые против 2. Так вот, Иудея была горной и каменистой, и как раз, кстати, отношения между Израилем и Иудеей, напомню, были иногда очень плохие, так же, как между Россией и Украиной, что не мешало им быть единым народом. И, кстати говоря, тут я не могу не сказать одну, мне кажется, очень важную вещь. Я напомню, что царство Израиля прекратило существование первым, оно в 722 году было завоевано ассирийцами окончательно. Иудея еще оставалась. И вот тут есть очень важный момент, который заключается в том, что именно в этот момент это было это было в правление царя Езекии, Ешкияху. С учетом того, что у обеих государств, как я уже сказала, между ними постоянно были войны, в значительной степени в части своей истории Иудея была вассальным государством более богатого Израиля. Израиль, кстати, был просто одним из самых богатых процветающих государств с самой большой плотностью населения в 8 веке до нашей эры на Ближнем Востоке. Но просто в силу географии он не мог быть большим государством, потому что просто когда вы горные, вы все равно всегда маленькие, даже если вы в плодородных долинах. Так вот, одна из самых важнейших историй, которая произошла при царе Хискияху в 722 году и позже, заключается в том, что в течение очень короткого времени население Иерусалима, которое до этого времени был просто большой горной деревней, возросло в разы. В десятки раз. Он действительно превратился в гигантский город с искусными ремесленниками. И это произошло за счет того, что Иудея вместо того, чтобы закрыть дверь населению Израиля со словами «вы тут немножко не так говорите и немножко не так верите, и вообще вы какие-то генетические рабы, вас завоевали ассирийцы, идите нафиг». Наоборот, их приняло. И вот это, собственно, вот этот жест Хискияху и реформы религиозные, которые он провел, собственно, и предопределила будущую роль Иерусалима и будущую роль евреев в мировой истории. Так, следующий. Всегда ставьте на объединение. Никогда никогда не пользуйтесь несчастьем ближнего своего, чтобы плюнуть ему в рожу и сказать, ты не такой. Да, следующий вопрос Лина Востроилова. По Стругацким. Фашизм – это диктатура этнической группы. Вопрос. В Европе начнется фашизация или солидаризация? Я не знаю такого определения Стругацких. Фашизм – это тот строй, который был при Муссолини. Это фашизм в его современном понимании – это слово, которым воспользовалась коммунистическая пропаганда, прежде всего пропаганда Вилли Менценберга, для того, чтобы
заклеймить капиталистов и для того, чтобы любые режимы, которые противостоят светлому социалистическому будущему, назвать фашистами. Собственно, практически в этом же самом значении это слово и употребляет современная левая тусовка. Они называют фашистами всех, кто не считает, что пол ребенку надо менять в 3 года. И это слово потеряло значение. Это, знаете, вроде слова «арианин» в церковной полемике в V веке. Да? В IV веке, простите. Да. В чате шутит пользователь. Александр, задайте, пожалуйста, Юлии вопрос. Почему девушки за вегетарианство? Но Бог убил Адама и Еву за яблоко. Может быть, вегетарианство убивает, а не мясо? Насчет вегетарианства не знаю. Веганство убивает совершенно точно. Но если, значит, вспоминать Библию, то я напомню, что как раз Господь сказал, когда Адам и Ева жили в раю, они питались чисто веганской пищей. А когда их выгнали, им тоже сказали, что они должны в поте лица добывать хлеб свой без ататеха, тоха, ляха. И напомню, что есть плоть разрешил Господь только после потопа. Вот. В связи с этим, если можно выступить на секунду в другой своей ипостаси, историка христианства, и напомнить своей книге «Христос. Тысячелетие Иисуса. Историческое расследование», я просто напомню, что исторический Иоанн Креститель, то есть, точнее, тот персонаж, который нам известен как Иоанн Креститель и который известен Иосифу Флавию как Цадок, праведник, пророк, основатель 4-й секты, он на самом деле не ел никакой саранчи, а он питался исключительно плодами деревьев, он ел исключительно веганскую пищу, и, собственно, вот тогда на рубеже 2 тысячелетия назад как раз родилось очень много, и от него пошло множество миллинаристских движений, которые как раз характеризовались тем, что никакого не только мяса они не ели даже хлеба. Они питались тем, чем Адам и Ева в раю. Они ели то, что приносят деревья. И, соответственно, видимо, в оригинале, когда списывали с арамейского оригинала, дело в том, что саранча на иврите херубим. И это очень похоже на керубим, это плоды дерева кероб, плоды кератонии. Это, возможно, одна из причин, по которой произошел неправильный перевод. Так что в оригинале Цадок, но, кстати, за ним, вероятно, Иисус Христос, не ели не только мясо, но, возможно, и хлеба. Так что были веганами. О боже, тут приходят новости, что глава Пентагона Хексет отстранил командующего армией США Дрискала от участия в мирных переговорах по Украине на фоне слухов о том, что он может быть назначен на его пост. Кто? На кого? Дрискал На Хексета? Да, или... Дрискал на место Хексета, поэтому его Хексет выбил. И украинские и европейские чиновники считают, что исчезновение Дрискала связано именно с борьбой за влияние. Его относят к группе ВНС, значит, другая влиятельная группа формируется вокруг Рубио. Но это так пишут британцы за Телеграф, поэтому как-то так. Ну, слушайте, я, во-первых, хочу обращать ваше внимание, что кадровая политика Трампа всегда характеризовалась большой текучкой кадров. Во-вторых, там уже немало людей поскользнулись на этой арбузной корке, которая называется «Российско-украинские переговоры». Вспомним генерала Келлога, которого тоже выперли. Так что посмотрим. Я не уверена, что тут дело в России и Украине. А кого назначат на Украине после Зеленского на переходной период? И кого назначат после переходного периода, спрашивает пользователь. Я думаю, что пакт Трампа-Путина, не то, что этот пакт будет обязательно выполнен, я думаю, что он, конечно, имеет тайное соглашение, тайное примечание в виде того, кто все-таки будет обеспечивать переходной период. Очень много слов указывает на Юлию Тимошенко. Но это совершенно не значит, что это осуществится, потому что, как мы видим, человек предполагает, Еврокомиссия Зеленский располагает.
Трамп предполагает, а Зеленский и Еврокомиссия исполняют. Это да. Значит, вообще, конечно, это интересные, конечно, моменты. Да, то есть там Безуглая выступает уже с видеообращением, что кто, не вопреки, какая блестящая операция в Купянске. Ну, в общем, начинается опять этот такой, знаете, украинский срач, который хотят остановить, но никак не остановятся. Даже в этом, казалось бы, в этой вспышке или проблеске пиар победы Зеленского, который фотографируется, Это так же сказать. фиолетовый луч. Это же вот, извините, что я опять буду цитировать свою книжку, это придет Мессия в блеске молний с войском ангелов на облаках и уничтожит всех врагов дыханием огненных уст своих. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Я очень благодарен за то, что вы, ну вот, во-первых, как выдержали начало, но вот, в принципе... А что там было? Ну, какие-то враги пытались Ну вторгнуться ладно. к нам. Как говорил Представляете? Наполеон, никогда не объясняйте злым умыслом то, что можно объяснить случайным стечением обстоятельств или непрофессионализмом. Я имею в виду в данном случае не вашего человека, который... Случайности не случайные, Юля. Случайности не случайны. Но в любом случае, всем большое спасибо, что побывали на нашем сегодняшнем разговоре. Юлия, благодарю за время и мысли. Вам спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся. До скорого.